Всем привет, с вами Андрей из AED Module Trucks, и это видео посвящено тестовой сборке нашего нового полного набора Renault C серии. Это будет 6х4 грузовичок. Значит, в этой серии я буду работать только с фототравлением, гнуть, паять раму. Начинаем мы с сгибания деталей. Используем для этого вот такое приспособление. Как видите, ничего сложного. Соответственно, получается чистый красивый сгиб. Сейчас уже будет готово две половинки лонжерона рамы, потом мы их спаяем. Все это вы увидите. То же самое делаем с остальными деталями. Вот это, например, кронштейн поперечины. То же самое гнем тем же самым инструментом. Ничего сложного в этом нет. Вот эта поперечина, она немножко интересная. Она из двух половинок состоит. Мы ее будем паять в стык. Я вам покажу попозже. Но сперва нам надо разметить, чтобы правильно согнуть деталь. Размечаем вот эти уши сперва маркером. Середина у нас будет согнута в виде арки. Вот таким вот тоже приспособлением. Главное здесь правильно разместить деталь. Ну а дальше все просто. И уши мы будем сгибать с помощью плоскогубцев. Вот таким образом. С одной стороны и затем с другой. Все, деталь готова. Еще одна хитрая деталь — это кронштейн крепления задних фар и таблички для номера. Его нужно будет приводить в нужную форму с помощью ваших пальцев. Но это не настолько сложно, как кажется. Вот сейчас уже деталь правильной формы, а уши мы сгибаем с помощью узких плоскогубцев. Вот так вот. Здесь я решил зачернить буковки на площадке для номера с помощью обычного маркера. Убираем это спиртом, немножко наждачкой проходимся. И вот, пожалуйста, наше название фирмы на табличке для номера. По-моему, прекрасно выглядит. Все мы здесь, не стал я вам подробно показывать процесс сгибания, я думаю, вы все поняли. Все детали согнуты, остатки идут во вторсырье, а теперь будем паять. Значит, наносим флюс, я использую для этого паяльную пасту, вы можете использовать кислоту. Наносим на одну деталь, на вторую деталь наносим флюс и припой, нагреваем, совмещаем их, нагреваем, паяем. Все, вот у нас уже есть готовый лонжерон нашей рамы. Здесь немножко такая хитрая процедура, нужно вот эти полки припаять к лонжерону так, чтобы был правильный сгиб рамы. Тоже ничего сложного, я думаю, со второго раза получится у каждого. Теперь вместо шпаклевки используем припой. Можете использовать шпаклевку, как вам больше нравится. Я люблю припоем закрывать щели. Вот так вот зачищаем эти места. И вот у нас уже две половинки рамы, поперечины лежат, согнутые, и кронштейн поперечин. Теперь приступаем к лужению поперечин. Тоже наносим флюс, наносим припой на поперечины. Дальше мы будем припаивать уже к лонжерону раму. Значит, тоже всегда надо промазывать флюсом детали, чтобы убрать оксид. У нас тут бронза, соответственно, оксид бронзы нужно убрать, иначе у вас ничего не припаяется и все потом развалится. Кстати, оксид можно убирать даже в том случае, если вы используете суперклей. Да, теперь клеим в стык ту самую деталь. Тут перчатка нужна, потому что будет жарко. И мы первое уже место спаяли, сейчас подгоним второе ушко монтажное. Тоже нанесли припой. Не страшно, если будет много, можно будет убрать потом наждачкой. Я использую специальную машинку для этого.
Ну вот, зачищаем мы деталь, и вот все прекрасно, поперечины у нас готовы. Так, ну вот кронштейны у нас готовы. К кронштейну припаиваем поперечину первую. И затем вторую поперечину. И сразу же это ставим ко второму лонжерону рамы. Вот, спаиваем все вместе. Все тем же образом. Я поставлю ссылку на видео о пайке. Там более подробно это все написано. И вы можете подробнее все рассмотреть. Здесь я не хочу показывать. Очень долго видео будет, если я буду подробно вам показывать, как появится каждая деталь. Соответственно, сейчас мы работаем с правой стороной рамы. Это у нас кронштейн крепления переднего амортизатора. Это кронштейны, площадка кронштейна бака. Но вот не будьте как я. Я припаял это совершенно не туда, куда надо. Поэтому перед сборкой читайте инструкцию. А сейчас я вам покажу, как исправить ошибку. Вот нужен вот такой вот фенчик промышленный. Но нужно аккуратно греть, для того, чтобы отвалилось только то, что вам нужно, чтобы отвалилось, а не вся рама развалилась. Ну вот, как видите, мне удалось. Немножко погрели площадочку, отковыряли ее. А теперь все же поставим ее на правильное место, а не туда, куда в первый раз я поставил. Вот. Ну и нужно зачистить остатки припоя именно сейчас, потому что потом это будет невозможно. Ну и вот вторая площадочка у нас припаивается. Сейчас кронштейны крепления бака самого. Ну я парочку покажу, а другую пару не буду показывать, потому что то же самое. Зачем вам одно и то же смотреть? Все, в общем, понятно. Так, ну вот, все, они припаяны. Теперь мы припаиваем кронштейн заднего амортизатора. Их почему-то всего 2, а не 4, как можно подумать. Здесь у нас, соответственно, усиление для отбойного бруса. И там же будет крепление фар и площадки для номера. Вот это усиление. Кстати, еще опять же, не будьте, снова повторю, не будьте как я. Смотрите инструкцию перед тем, как собираете, потому что здесь я сделал ошибку, я пропустил одну деталь, и мне вот пришлось отпаивать снова этот кронштейн крепления задней балки, паять его заново. Вот, да, вот так вот правильно, надо, чтобы прям горячо было, чтобы ошибки свои исправлять. Ну и вот эта вот деталь. Теперь, соответственно, мы работаем уже с левой стороной. Это крепление аккумуляторного ящика и чего-то еще, я не помню сейчас. Ну, в общем, это нужно все. А теперь последнее, что я хотел сказать. Вот эти выемки на раме, это под дневную кабину и под кабину со спальником. Нам со спальником не надо будет дневная, поэтому их лучше закрыть либо шпаклевкой, либо припоем. Я вот сделал припоем. На этом все. Увидимся в следующей серии. Всем пока.